Всем привет из прекрасного солнечного города Мерсин. Вас приветствует агентство Нора Реминкуль. Меня зовут Анастасия. Сегодня мы встретились с нашей покупательницей Татьяной. Она купила у нас квартиру 3 месяца тому назад. Но так как и у нее были свои хлопоты, и у нас было очень много работы, встретились сейчас. Ну и с одной стороны это и лучше, потому что сейчас у нее хотя бы есть что спросить. Нравится ей город, нравится ли ее детям это место и так далее. Квартиру Татьяна у нас купила в районе Мезитли, рядом с Соли, в очень хорошем жилом комплексе. Теперь давайте спросим у Татьяны, как все это происходило, довольна ли она нами, нашей проделанной работой и вообще своей квартирой. Ну, давайте, Татьяна, рассказывайте, как все прошло, как все, довольны, недовольны? Очень довольны, все довольны. Я приехала с 5 детьми, старший 20 лет и остальные школьники. Все довольны, и старший хотел уехать сначала, сейчас уже передумал, остается, все, решил остаться. Прошло все вообще идеально. Мы в пятницу приехали вечером, ночью вы нас встретили. Ну, да. В субботу мы поехали смотреть квартиры, в понедельник мы уже топу получили. Да. Вообще все махом. А Всем детям довольна. как вообще тут нравится? Очень нравится. Как Не климат? вспоминает. Единственное, только друзей маловато еще. То, что еще это мало кого знаем. А так все нравится им. И комплекс нравится, и то, что море в шаговой доступности. Мы через день, каждый день ходим, гуляем. Очень нравится. Дети довольны, да. Не скучают по России. Точно. Ну да, это, сами скучаете, не скучаете по родине? Подругу вот жду, тоже должна она приехать тоже к вам, обратиться обязательно. А так, да нет, особо такой необходим. Тоски нету, точно. Ясненько. Сейчас вот хотела бы с вами поговорить. Вы уже прожили этот момент, как получение ТАПУ. Как это все было? Были ли у вас переживания? Вы же приехали сюда с деньгами на руках. Вот тоже вот приезжать в чужую страну, непонятно к кому. Да, вы со мной разговаривали там по телефону, но это по телефону, вы меня не знаете, вы непонятно к кому едете. Был ли какой страх и так далее? Как вообще как вы такового с этим? страха не было. За деньги, да, мы узнавали заранее про декларацию, но так как нас было 6, то нам ничего декларировать не надо было, то есть по 10 тысяч долларов. Да, раскидали по да, мы ничего не декларировали, никто нас не остановил, мы летели через Анталию. Единственное, только то, что наличные, я эту сумку всегда при себе держала. И когда вот на ТАПУ я эти деньги отдала, я прямо с легкостью выдохнула, что мне не надо их больше таскать, а то и на пляже, и везде же. Ну да, так и есть. И все так же, как говорится, у нас вот смеются. Мне тут недавно клиентка, она говорит, я была просто как девочка с рюкзачком. Я и на дни рождения ходила с этим рюкзачком, и куда-то там по фабрикам она ездила тоже с рюкзачком, и на пляж, и везде, короче, со своим Слава рюкзачком. богу, я 3,5 дня только его проносила, свой Ну рюкзачок. да, У да. меня все быстро закончилось, и мы нисколько не пожалели, что именно вот эту квартиру выбрали. Как бы всем довольны. Всем хватает места, самое главное. Вообще хватает, вообще хватает. Ну, Там и Артура слава. у нас старшего даже не видно, не слышно. Он о чем мечтал, то и получил. Ну и слава тебе, Господи. Террасу еще себе там сделаете. Мы Дай еще до бог. нее не добрались. Ну вообще, на будущее, сделайте, там можно рейсик и так далее сделать. В принципе, как бы отзыв о нашей компании, довольны нами, все ли прошло гладко. Очень довольны. И, в принципе, как бы все. Долго тоже задерживать не будем, потому что вас отпускаем, у вас там дела свои, и сами побежим дальше. Нет, мы очень довольны. И что еще, как бы, зрителям Что потом? и после вы нас не бросаете, во всем помогаете, всегда можно позвонить, всегда что-то узнать, всегда Настя молодец, отзывчивая в этом плане, Спасибо прямо большое. огромная. По мере возможности стараюсь. По-человечески все это. Я как бы вообще ни о чем не жалею, всем довольна. И дальше, если понадобится, я планирую еще и сестренку, может быть, сюда, и только к вам, даже тут, без всяких. Спасибо. Вам спасибо большое за доверие нашей компании, мне доверие в первую очередь, потому что знаю, конечно, все вы доверяете не компании, а в первую очередь вы доверяете мне. И вам спасибо большое за доверие.
именно мне, моему супругу. И я очень надеюсь, что вы не пожалели и никогда в жизни не пожалеете. Да, я О том, тоже что так вот, думаю. Да, как именно бы вам всё и вот это. супругу, да, потому что он тоже принимал участие в каких-то делах, нас возил, никогда не отказывал. Спасибо. Ну все, вам спасибо. Ну вот и все, в принципе, я думаю, что можно отпустить нашу Татьяну по своим делам, у нее там много детей, у нас тоже много работы, мы побежали. С вами было агентство Нора Гари-Минкуль, меня зовут Анастасия. Я надеюсь на то, что данное видео для вас станет очень полезным при выборе агентства недвижимости, так как есть очень много, я наблюдаю таких случаев, когда люди доверяют людям, которые не просто не относятся ни к какому агентству недвижимости, они даже тут есть люди, которые не имеют вида на жительство и как-то доверяют. Мне это, конечно, очень интересно, для меня это очень странно, потому что все мои клиенты перед тем, как ко мне там какие-то деньги отправлять или вообще со мной начинать общаться, все спрашивают всегда лицензию. И вы тоже, пожалуйста, перед тем, как начинать с кем-то работать, запросите у них лицензию. У каждого агентства оно должно быть. В нашем агентстве общие 3 лицензии 5 уровня, и у всех остальных, у кого диплом о том, что закончили университет по МЛАКЧИ, это по риэлторству, у кого-то имеется лицензия 4 уровня. Так что, пожалуйста, будьте бдительны. Всем пока-пока, до скорых встреч!